Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о самых необычных и красивых цветах, которыми вы сможете украсить свой сад и домашний интерьер. Этими уникальными в своем роде растениями хочется любоваться часами. Их красочный вид всегда поднимет вам настроение и не оставит равнодушными даже самых искушенных цветоводов. Обратите внимание на такое редкое по своей красоте луковичное растение, как скадоксус. Его большие яркие соцветия чем-то похожи на гигантский красный одуванчик. Цветением скадоксуса можно любоваться в течение 4 недель. Хоть этот шикарный многолетник родом из Африки, его успешно выращивают не только в комнатных и тепличных условиях, но и в садах. За яркий и необычный вид скадоксус еще называют огненный шар и лилия фейерверк. Эта быстрорастущая культура способна за месяц отрастать на 50-70 см. В естественной природной среде данное растение достигает высоту более метра. В условиях средней полосы цветение приходится на летние месяцы – июль-август. В это время на высоких плотных цветоносах раскрываются ярко-оранжевые или красные соцветия, шары. У некоторых видов они достигают 30 см в диаметре. Это фантастическое зрелище, от которого сложно отвести взгляд. По окончанию цветения на месте цветов завязываются красные ягодки. На вид они выглядят весьма привлекательно и аппетитно, но пробовать их на вкус категорически нельзя. Также не советую выращивать скадоксус в домах, где есть маленькие дети, так как все его части ядовитые. В осенне-зимний период этот цветок отдыхает. Для выращивания в комнатных условиях луковицу высаживают в период с марта по май. Место этому растению лучше определить на окнах западной или восточной ориентации. Важно, чтобы на листья не попадали прямые лучи солнца. Пересаживать луковицу нужно раз в 3-4 года. Делают это ранней весной до начала активной вегетации. Скадоксус также выращивают и в открытом грунте. На территориях с теплым климатом он прекрасно зимует. Однако в холодных садах луковицы осенью потребуется выкапывать с последующим хранением при температуре плюс 10-12 градусов. Эти цветы просто роскошно смотрятся группами. Они удачно дополнят другие цветущие многолетники и хороши сами по себе. Где бы ни рос этот необычный луковичный экзот, он всегда привлечет к себе пристальное внимание. Однако для хорошего развития подберите скадоксусу место в небольшом притенении и там, где нет сквозняков. Данная культура любит питательный и рыхлый, но в меру влажный грунт. Переизбыток с поливами может привести к загниванию луковиц. Не менее диковинный луковичный многолетник под названием хазманта. Это необычное растение восхищает своими красочными соцветиями, которые могут быть красными, оранжевыми или желтыми. К сожалению, в садах средней полосы луковицы на зиму придется выкапывать, так как они погибают уже при температуре минус 5 градусов. В более южных регионах хазманта в открытом грунте зимует без проблем. Это красивое растение можно выращивать даже в контейнерах. В теплый период года горшки выносят на открытый воздух, на зиму собирают в помещение. Если же луковицы выкапывать, то содержать их потребуется в теплых условиях. Корни хазманты хорошо хранятся и, в отличие от других цветов семейства ирисовые, практически не усыхают. Они прекрасно делятся и образуют много деток. Луковицы крупные, до 15-16 см в диаметре. Наиболее популярная в садоводстве хазманта обильно цветущая. Ее цветы отличаются своей яркостью и экстравагантностью. В зависимости от вида это растение цветет весной или летом. Одна крупная луковица способна выгонять до 5-6 высоких цветоносов. Хазманта легко украсит ваш сад, придомовую территорию и домашний интерьер. Ее соцветия также используют для срезки в букеты. Обратите внимание еще на один яркий и необычный на вид цветок под названием вельтгеймия. Этот луковичный многолетник является родственником всем нам хорошо известным гиацинтам. У вельтгеймии привлекательные ярко-зеленые листья с глянцевой поверхностью и волнистым краем. Но больше всего удивляют ее диковинные соцветия, состоящие из множества узких колокольчатых цветов. Цветочки имеют свойство не увядать в течение 8-12 недель. Необычность вельтгеймии еще и в том, что она зацветает в холодный период. За это ее прозвали «зимняя ракета». Идеальное место данной культуре на прохладной лоджии, террасе или в зимнем саду.
Вид цветущей вильгельмии – это настоящий праздник и фейерверк красок. Еще один очень красивый цветок, который в средней полосе выращивают как горшечную культуру – это кливия. При хорошем уходе кливия может прожить около 40 лет. Зацветает она в конце зимы, выпуская прочные цветоносы 30 см в высоту. На взрослом здоровом растении раскрывается от 30 до 40 цветов. Уход за кливией несложный. Самое главное – обеспечить ей прохладные условия зимовки, то есть дать ей время на отдых. Если же растение в течение всего года будет находиться в тепле, цветения от него можно не ждать. Поэтому на холодный период горшки переносят в прохладное место с температурой от плюс 12 до 15 градусов. У данной культуры красиво смотрится ее плотная удлиненная листва, но наибольшую декоративность кусты проявляют в период цветения, очаровывая своими крупными и яркими колокольчиками карминной, оранжевой, золотистой или кремовой окраски. В южных садах этот вечно зеленый многолетник может расти без проблем, но цветоводам, живущим на территориях с прохладным климатом, кливия подойдет только для комнатного содержания. Чего нельзя сказать про следующее луковичное растение, которое уже многие выращивают в своих садах. К нему привыкли уже многие садоводы. Но каждый раз, когда видишь его цветение, не перестаешь удивляться, насколько природа щедра на разнообразие форм и красок. Это рябчик или фритилярия. Зацветает она весной. Этот многолетник часто называют райским деревом. Рябчики отличаются своим ярким видом и пестрой окраской крупных колокольчатых цветов. Сверху соцветия венчает корона из пучка зеленой листвы. Большим спросом у садоводов пользуется рябчик императорский. Он неприхотливый в выращивании, и его культивируют даже в холодных садах. Рябчик прекрасно зимует даже без укрытия. Это растение легко переносит весенние заморозки до минус 6 градусов. Есть интересный низкорослый вид рябчика – шахматный. Его кустики высотой до 35 см, а цветы с необычной пестрой расцветкой. Также культивируют фритилярию персидскую, родиной которой является Западная Азия. Эти цветы заслуживают того, чтобы их выращивали в каждом саду, причем в самых разных местах. И не только потому, что они своим видом украсят любой участок. Их специфический запах отпугивает некоторых почвенных вредителей, например, кротов и медведок, которые приносят большой ущерб садоводам. Яркие рябчики отлично сочетаются с самыми разными весенне-цветущими первоцветами. Вид их красочных колокольчиков на высоких цветоносах невероятно украшают сад. Цветы фритилярии привлекают в сад полезных пчел и шмелей. У взрослых луковиц может отрастать по 2 цветоноса. Фритилярия достаточно простая в уходе и вполне подойдет даже неопытным цветоводам. Ее можно выращивать как на открытых солнечных участках, так и в полутени. Поделитесь в комментариях, какие луковичные цветы вы выращиваете в своем саду и в домашних условиях. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход наших роликов. А если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч на нашем канале.